Я думаю, турнир в Белом доме и турнир MVP находятся на одном уровне, но их уравнивает сам факт Белого дома. Если говорить о талантах и именах, то наш карт лучше. Это цитата Джейка Пола, где он сравнил MVP турнир, который пройдет в эти выходные, с турниром в Белом доме. Что ж, давайте разберемся, кто будет биться в эти выходные и действительно ли MVP может составить конкуренцию UFC. На ваших экранах карт предстоящего ивента, и имена здесь действительно громкие. Нейт Диас, Майк Перри в соглавном событии вечера, Ронда Роузи и Джин Карана главный поединок вечера, Фрэнсис Нгану против Филиппа Линца, легенда Джуниор Дос Сантос, даже Джейсон Джексон в прелимах, который побеждал в свое время Ярослава Амосова. Сразу попрошу не путать этот формат с обзором номерных ивентов. Здесь мы именно взглянем на то, действительно ли, например, предстоящий турнир способен конкурировать с громкими ивентами UFC. Карт будет открывать поединок Криса Авилла. Этот парень участвовал в нашумевшем сезоне ТАФ, где одним из тренеров был Конор Макгрегор, и, пожалуй, это главное, чем он запомнился. Лигу UFC он покинул с рекордом 0-2, Беллатор покинул с рекордом 1-2. Общий рекорд бойца сейчас 8 побед, 9 поражений. Он один из двух бойцов UFC, которого смог выиграть Артем Лобов. Его соперник на предстоящем турнире Брэндон Дженкинс покинул лигу UFC с рекордом 0-2, а рекорд в последних боях 2-4. Вероятно, если ты хочешь конкурировать с лучшей лигой мира, то первое, что ты должен сделать, это не устраивать поединок Криса Авилла и Брэндона Дженкинса. Эта встреча, очевидно, не заслуживает ни моего, ни вашего внимания, ставим на ней крестик. Прямую трансляцию этого турнира можно будет найти в нашем телеграм-канале Калугин ММА. Мы прям поделимся ссылочкой, где можно будет посмотреть прямую трансляцию этого ивента от начала и до конца. Прямо сейчас здесь появляются QR-коды, переходите, подписывайтесь, все главное в одном месте, также ссылочка будет в описании, кому как удобнее. А если вы хотите подкрепить интерес к этому ивенту, то вам, к моим партнерам BC Game, ссылочка на них будет также в нашем телеграм-канале, они дают бонус 220%. Этот ивент вы там с легкостью найдете, и если есть желание, можете подкрепить свой интерес. Также в нашем телеграм-канале уже запущен конкурс на $100 совместно от меня и моих партнеров, и все так же к этому ивенту. Так что если вдруг шарите в боях, обязательно заглядывайте, принимайте участие, может быть, получится еще и в конкурсе победить. Ссылочка на телеграм в описании, там есть все подробности. Второй бой карда: Эллен Перейра и Джейд Мессон Вонг. И вот здесь ход от MVP вполне логичный. Поставить в прелимы родную сестру Алекса Перейры — хороший шаг. Эллен имеет действительно успешный бэкграунд в Глоре, в кикбоксинге, но вот в ММА дела пока идут не лучшим образом, рекорд 2-2. И даже ни один из боев не завершился досрочно. При этом все 4 боя она провела в LFA. Этот промоушен часто пополняет ростер UFC, но вот Аллен туда не подписали. Хотя будь ее рекорд не 2-2, а, например, 4-0, и учитывая ее кикбоксерское прошлое и родственную связь с Алексом Перейрой, то дорога в UFC была бы открыта, а так ее подписывают в MVP. Соперница ее Вонг, рекорд 3-2 в ММА, выступала она последние годы по кулачным боям. На второй поединок карты мы также ставим крестик. Да, здесь интересный контекст, сестра Алекса, девушка из кулачки. Но если мы говорим про ММА, то ни одной из них не удалось пока добиться и среднего результата в этом. Третья встреча карда: Давид Мгаян и Альберт Моралес. И наконец-то мы добрались до первого по-настоящему интересного боя. Молодой проспект против опытного ветерана, у которого в последние годы полный порядок с результатом. Давид Мгаян, парню всего 21 год, армяно-российский боец. Тренируется в American Top Team, начал заниматься ММА в 10 лет, рекорд 8 побед и 1 поражение. Да, все выглядит так, будто бы он уже должен был биться в сильнейшем промоушене мира. Да, так и есть. В сентябре прошлого года с рекордом 7-0 Давид пришел на претендентскую серию Дэйны Уайта. Встретился с Томми Макмилланом, у которого рекорд на тот момент был 8-0. Уверенно забрал первую пятиминутку, но вот второй и третий раунды отдал и проиграл решением большинства. Но парня это никак не сломило. В конце января этого уже года вернулся в октагон и одержал победу над бывшим чемпионом LFA Хавьером Гарсией. Парень разносторонне развитый, для своих лет уже невероятно опытен. А в сопернике получил Альберто Моралеса.
В далеких 16-18 годах он бился в UFC, но покинул промоушен с рекордом 1-4-1. Однако не спешите списывать этого ветерана со счетов. В последних 8 боях он выиграл 7 поединков. Причем побеждал он быстро и ярко, почти все победы были в первом раунде и на любой вкус. Где-то забил ударами, где-то задушил. Этой встрече мы однозначно ставим галочку, заслуживает нашего внимания и вполне уровня UFC. Джефферсон Крайтон и Джейсон Джексон. Следующая пара бойцов. Еще один достойный поединок. Джефферсон успел повыступать во всех региональных лигах Америки. Тут и LFA, и Bellator, и Fury FC, и даже заскакивал в Европу в Cage Warriors. Прямо сейчас его серия из 9 боев без поражений. Крайтон хорошо работает у сетки, есть борьба, да и с кардио полный порядок. Правда, полное отсутствие финиша, я бы даже назвал это редкостью. 6 последних боев неизменно проходили всю дистанцию, и это-то в полусреднем весе. Но нам куда больше интересен его оппонент Джейсон Джексон. Да, он уже такой возрастной, 35 лет, но шума наделать успел. В 2023 году он оформил главную победу в своей карьере. В третьем раунде отправил в нокаут Ярослава Амосова, который сейчас успешно дерется в UFC, и тогда забрал его пояс. Amosov not getting off that center line, and he got caught and dropped. The champion in trouble. And the champion. Та победа стала буквально главным апсетом года за пределами сильнейшей лиги. Титул позже он, правда, проиграл Рамазану Курмагомедову, но на этом громкие победы не закончились. Он начал забег в новом сезоне PFL, задушил Андрея Корешкова. Jackson squeezing. Got a weird angle, but it's tight. И последний бой на сегодняшний день — это был полуфинал Гран-при, где раздельным решением он уступил бойцу с фамилией Жан. Андрей Корешков, Ярослав Амосов, Дуглас Лима, Пол Дейли, Бенсон Хендерсон. Да, с таким послужным списком он вполне мог бы быть подписан в UFC. К тому же его победы более чем зрелищные. Атлетичный ямаец, который может и вырубить, и в партере забить до отключки. Поэтому поединок Джефферсона Крайтона и Джейсона Джексона мы тоже им ставим галочку, более чем смотрибельно. Следующие две встречи объединим вместе. Намо Фазил и Джейк Бабиан. И еще одна пара Фуми Нкута и Адриан Мораес. В обеих этих встречах есть как минимум один боец, который вызывает интерес и потенциально мог бы оказаться в сильнейшей лиге. Намо Фазил, 20-летний боец из Ирака, представляет зал Tiger Muay Thai, агрессивный зрелищный ударник, несколько раз за карьеру оформлял чистые KO, успел побиться и в One Championship, и в UA Warriors. Причем и оппозиция у него впечатляющая, например, в последнем бою он финишировал Якуба Сулейманова. Выходца из лиги ACA, у которого не было ни одного поражения на момент их встречи. Так что Фазил зрелищен, с большим количеством финишей, бился в сильных лигах и одолел несколько вполне хороших соперников. Такой боец вполне мог бы оказаться в UFC, так что галочка на просмотр его поединка мы ставим. Во втором бою интересная фигура — это Фуми Нкута. Парень из ЮАР не имеет поражений на своем счету, рекорд 11-0, причем у него и любительская карьера без поражений. Успел побиться и в LFA, и в Cage Fury. Да, мало нокаутов, но все же это мухачи, сделаем скидку. Сам боец хорошо сложен, кикбоксинг, БЖЖ, борьба, все на месте, и бой на MVP большой для него шаг. Правда, и соперник не самый простой, Адриану Мораес куда более опытный, но все же свой пик прошел, уже 36 лет, так что для Нкута отличная возможность заявить о себе на большом турнире. И вот так вот, быстрым шагом мы добрались до основного карта. Он на ваших экранах, и я думаю, здесь даже не нужно быть экспертом, чтобы понять, что промоушен в первую очередь пытался добавить сюда как можно больше знаменитых имен. И это сделать однозначно получилось. Но что насчет спортивной составляющей?
Джуниор Дос Сантос — легенда тяжей против Деспейна. Тоже знакомое имя для большинства фанатов. Но как ни крути, я большой фанат Джуниора Дос Сантоса. И ему сейчас 42 года, а последний его бой по ММА был более 2 лет назад. Простой в 2 года, когда тебе 42, это не то же самое, что простой в 2 года, когда тебе 30 лет. Я бы не ожидал от Сантоса какого-то запредельного уровня в этой встрече. С другой стороны, 37-летний Рабелис Деспейн, который не дрался по ММА с тех самых времен, как покинул UFC после 2 поражений к ряду. И ладно, поражение Акосте, сейчас мы знаем, что Акоста оказался твердым топом. Но поражение Остину Лейну, конечно, было лишним, мягко говоря. У Лейна было 7 боев в UFC и лишь 1 победа как раз над Деспейном. Мы же здесь в первую очередь оцениваем спортивную составляющую, верно? Так вот, по этому критерию, при всей моей фанатской симпатии к Сантосу, я поставлю крестик. Конечно, я посмотрю этот бой, но только чтобы поностальгировать по боям Джуниор Дос Сантоса. Саладин Парнас и Кеннет Кросс, следующая пара основного карда. Скорее всего, вы не слышали про этих парней, в UFC они пояса не брали, но бой более чем интересный. Саладин Парнас — 28-летний француз с рекордом 22-2. И даже по его победам очевидно, что спокойно он бы конкурировал в сильнейшем промоушене планеты. Он побеждал Уильяма Гомеса и Моргана Шарье, а это далеко не последние люди в действующем ростере UFC. А в 2023 году он отправил киком по корпусу в нокаут Роберта Рухолу, который сейчас выступает в UFC. Да и в принципе это один из самых сильных легковесов планеты за пределами UFC. Вот такому подписанию MVP можно только похлопать. У него отличная ударка, хорошо орудует киками, в партере, как правило, тоже переигрывает своих соперников. Главная звезда KCW. Я взглянул на несколько его боев и, честно, с превеликой радостью бы взглянул на него в UFC. Кеннет Кросс, его соперник, чуть менее интересная фигура, но прямо сейчас на серии с 4 побед к ряду. Общий рекорд 17-4, а буквально год назад он оформил самую быструю победу в своей карьере, ему потребовалось 14 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут. Да и навыки финишера у него не хуже, чем у Парнаса, просто оппозиция была чуть попроще. И в 2020 году он приходил на контендер Дэйны Уайта и одержал там победу, но вот контрактом парня не наградили, а зря. Оказался вполне способным, к тому же тогда ему было всего 25 лет. Сейчас в 31 год он уже состоявшийся боец средних лиг. Этому поединку ничего, кроме галочки на просмотр, я поставить не могу. Со спортивной составляющей это вовсе, пожалуй, поединок номер 1 на этом турнире. Следующая пара — Фрэнсис Нгану и Филиппа Линс. Как минимум Нгану вы знаете прекрасно. И я был удивлен тем, что покинув UFC, он сохранил свою актуальность, а это большая редкость. Да, в любом случае, в UFC, считаю, он мог бы раскрыться еще больше, однако успел выступить зато в боксе. Сейчас Фрэнсису хоть и 39 лет, но, во-первых, это тяж, не очень критично, но ключевой тут его физическая одаренность. Его можно сравнить с Ромеро, который монстр в свои 49 лет. Обладать такой физикой — это буквально дар и большое преимущество. Таким бойцам, как Фрэнсис и Йоэль, смело от их возраста можно отнимать минимум лет 5. Поэтому я лично Нгану ожидаю увидеть в хорошей форме. Филиппе Линс покинул промоушен UFC в 2024 году и покинул на серии побед, внимание, 4 к ряду. Да, они просто с промоушеном не договорились и не продлили контракт. Марчин Прачнио, Овен Сент-Прю, Максим Гришин и Ион Куцелаба — актуальная победная серия Линса. Да, и до UFC он успел побиться и в PFL, и в Bellator. Поэтому здесь MVP тоже сработали хорошо и прибрали в руки бойца как минимум на актуальной серии побед в UFC, пусть и с простоем в 2 года. Здесь определенно заряжаем лайк этому поединку. И 2 главных боя вечера: Нейт Диас против Майка Перри и Ронда Роузи против Джин Карано. Тут спортивного интереса минимум, абсолютно каждый из этой четверки далек от своей пиковой формы. Пожалуй, только Майк Перри является актуальным спортсменом. Исключим его из этой четверки. Ему сейчас 34 года, он регулярно бьется по кулачке, да и, вероятно, среди всех кулачников является главной звездой. Майк после ухода из UFC не бился в профбоях по ММА, сделал акцент на кулачных боях
боях и не прогадал от слова совсем. За последние годы он провел 6 боев в БКФС и выиграл каждый поединок. Понес немало урона, конечно, но Майк в медиаплане сумел продолжить рост и без UFC. Поэтому из-за всей этой пятерки актуален исключительно Перри. Пусть по ММА и нет боев уже 5 лет. Но активно бился по кулачке стабильно как по выступлениям, так и по результату. Бой Нейту Диазу он точно даст что надо, а вот даст ли этот бой Нейт Диаз? Стоктонец покинул промоушен UFC почти 4 года назад. Сейчас ему 41 год, и с момента ухода у него лишь 2 боксерских поединка против Джейка Пола, ему он проиграл, и выиграл Хорхе Масвидаля 2 года назад. То есть последние пару лет в свои 41 Нейт не был активным. Но имя у него мирового уровня в боях, поэтому место в соглавном бою он получил. Окей, давайте за счет Майка Перри поставим галочку этой встречи. Ронда Роузи против Джин Карано. Это вообще катастрофа. Я не удивлен, что Дейна Уайт отказался от проведения этой встречи. В последних 2 ММА боях Ронду Роузи деклассировали Холли Холм и Аманда Нунес. Больше Роузи не билась, и с тех времен прошло целых 10 лет. Целых 10 лет! Джошуа Ван сейчас чемпион UFC, ему тогда было 14 лет, когда последний раз Роузи билась в ММА. Сейчас ей 39, и вот она решила вернуться. С другой стороны, 44-летняя Джин Карано, которая последний бой провела, я не знаю, заготовьте, пожалуйста, валерьянку и стакан воды, в 2009 году, 17 лет назад. Джошуа Вану тогда было, кстати, 7 лет. С тех пор она вообще нигде не выступала. Обладала она большой популярностью в свое время скорее из-за миловидной внешности, нежели из-за спортивных достижений. Поэтому спортивной составляющей у этого боя просто ноль. Один из худших боев карда поставили в главное событие вечера, просто ошалеть можно. В принципе, тактика MVP ясна и вполне логична. Они смешали молодых, качественных, опасных бойцов, таких как Парнас, Мгаям, Фазил, Нгану, конечно же, хоть он и не молод. И добавили туда именитых ветеранов на весь мир, но вот только эти ветераны примерно в 10 лет от своего пика. Но Парнас с нуля просмотров собрать не сможет, а вот на Ронду, Карано, Диза вы однозначно кликните. Главный вопрос, который был в начале, будут ли они конкурировать с UFC? Ну, послушайте, честным ответом здесь будет посмотрим. Но таким кардом, как этот, а я так понимаю, это максимум, который сейчас можно выжить, однозначно нет. Переплюнуть какой-нибудь турнир в Apex вполне есть все шансы, но соревноваться с турниром в Белом доме это даже смешно. Я думаю, что, скорее всего, Джейк Пол просто занимается таким образом трэш-током, нежели это его реальное мнение, что карта MVP можно сравнивать с турниром в Белом доме. Там только один Тапурия на пару с Алексом Перейрой X10 перекрывают этот ивент. Да и построен этот карт, как вы могли заметить, вокруг бывших актуальных звезд UFC. Одно из главных мерил успешности промоушена для меня в том числе, сколько звезд лига смогла взрастить. MVP пока взрастили 0 звезд, что вполне логично, это их первый турнир. Посмотрим, как будет дальше. Конкуренция это хорошо, и UFC конкуренция 100% бы не помешала. Поэтому я лично порадуюсь, если у MVP получится составить хоть какую-то конкуренцию, но об этом пока говорить не приходится. Вот здесь сейчас где-то появляются 2 QR-кода на русском и на английском, каналы в Телеграме, где будет ссылочка прямой трансляции турнира MVP. Прям вот поделимся ссылкой, где можно будет посмотреть. Также ссылочка на Телеграм в описании, увидимся с вами именно там. Пока-пока.